Друзья, всем привет! Меня зовут Александра Недзветская, и вы на моем канале об искусстве. За моей спиной вы видите чистый холст, на котором сегодня я собираюсь показать вам процесс написания портрета с натуры. Вот Александр Сергеевич сегодня позирует. Портрет, который можно назвать мужской костюмированный портрет или же портрет в старинном стиле. Ну что ж, начнем. Начало работы над портретом, как и над любой картиной, начинается с композиционного эскиза. Здесь у меня холст небольшой, я сокращу это время, я не буду делать композиционный эскиз, то есть в данном случае у меня композиция в голове. Вот. Но начинающим художникам я обязательно советую сделать композиционный эскиз в пропорциях своего холста. Так, приступим. После композиционного эскиза, соответственно, мы делаем рисунок на холсте. Для чего делается композиционный эскиз? Чтобы понять, что ваше изображение не съехало вниз, не подскочило вверх, там, не съехало вправо или влево, то есть что оно так плотно и уверенно расположилось именно там, где оно и должно быть. Холст у меня предварительно протерт маслом льняным. Это делается для того, чтобы краска лучше скользила, краска именно, которую я рисую, делаю рисунок. То есть для живописи это не нужно, но это нужно для рисунка. И тряпочкой можно пользоваться как резинкой. Я об этом уже говорила в моем предыдущем видео «Портрет за один сеанс», но, возможно, кто-то его не видел. Так что повторюсь еще раз. Почему портрет в старинном стиле? Потому что старые мастера, они любили работать с освещением. То есть тут вот я постаралась создать такое некое подобие комнатки, когда направленный свет с левой стороны, и, соответственно, сторона лица, которая к свету, она освещенная, а сторона лица со стороны тени, она туда уходит, погружается в полутон, что характерно для портретов старых мастеров. То есть это где-то нам напоминает немножко голландских мастеров, может быть. Сегодня я не планирую воспроизводить технику старых мастеров, потому что это такой трудоемкий и очень сложный технологический процесс, а просто именно по настроению, то есть по костюму, по образу, вот где-то там напоминание немножко о старинных портретах. Есть отличия в работе над мужскими образами в портрете и над женскими образами, потому что можно использовать более... В работе над мужскими портретами можно использовать какой-то более такой, более выраженные мазки, что, допустим, как мне кажется, в портрете, например, молодой девушки не очень уместно. Формат холста у меня близкий к квадрату, 60 на 55. 60 по высоте, 55 по ширине. Вот пример того, о чем я говорила, когда холст предварительно смазан маслом, краска не впитывается в него полностью, и, соответственно, можно стереть что-то. В процессе рисунка это важно. Хотя процесс рисунка продолжается практически на протяжении всего процесса работы над портретом, потому что с каждым мазком, даже уже и в работе с цветом, все равно идет уточнение рисунка, уточнение сходства. Ну, обычно в работе над портретом примерно первые 30-40 минут это рисунок, уточнение композиционное и
уточнение пропорций. Этому портрету я планирую уделить несколько сеансов, не один, потому что тут я хочу использовать и лессировки, и работу по уже высохшей краске, поэтому точно будет не один сеанс. Я пока этого не знаю, но вы, дорогие зрители, уже это будете знать, потому что я там, скорее всего, допишу в описании, сколько времени ушло на работу над портретом. Конечно, потом в процессе живописи здесь не будет такой четкой контрастной линии, потом наоборот все здесь будет списываться, а весь основной акцент будет вот на этой стороне лица. Начинать делать рисунок я обычно люблю какой-нибудь полупрозрачной краской, например, араратской зеленой или, например, Марс коричневый темный прозрачный, потому что потом они хорошо вписываются в портрет и не мешают. Здесь у меня как раз и араратская зеленая, и Марс коричневый темный прозрачный. Я вообще люблю вот такие полупрозрачные краски, не кроющие темные цвета. Они дают глубину в живописи. Я сейчас приступаю уже непосредственно к живописи, то есть работе с цветом. Мои любимые кисти для начала работы флейцы щетинистые, самые лучшие. Сейчас большое разнообразие разных кистей, но на самом деле классическая щетина, она для живописи подходит лучше всего. Для каких-то тонких деталей, для проработки, можно использовать более мягкие кисточки, такие как, например, колонок. Можно синтетические кисточки использовать, но для широкого начала щетина лучше всего. Фон почти черный, но все-таки не совсем. Он такой немножко теплый, темно-коричневый, а одежда совсем черная. И вот эту разницу хорошо, что она есть, и я обязательно ее сделаю. Для вот таких темных фонов тоже люблю использовать полупрозрачные темные краски. Опять же, тот же самый Марс коричневый, темный, прозрачный, Марс оранжевый, прозрачный. Вообще существует несколько способов начала и ведения холста. Можно, в принципе, одновременно чуть-чуть мазок на фоне, чуть-чуть мазок на одежде, там где-то на лице пару мазков, и так вот такой вот постепенно набирать тон. Но я пользуюсь методом, когда закладывается сначала фон, потом берется окружение и потом лицо. Я не утверждаю, что это единственно верный способ, можно и так, и так. То есть оба способа верные. Черная, темная одежда, но на ней тоже есть цвета и тени. Стоит это сделать, но не сильно, чтобы это не мешало общему пятну. Несколько теплых акцентов на фоне, чтобы придать такую погруженность и глубину. Возможно, потом еще будет лессировка на следующем сеансе. Вот, но пока так. Кто не знает, что такое лессировка, это техника, когда по уже высохшему слою покрывается, протирается, можно протирать рукой, можно кистью, таким полупрозрачным слоем, и таким образом нижний слой работает, но он уже немножко погашен в тоне, то есть или это делается обычно для того, чтобы немножко увести как раз в глубину, то есть за счет этого можно создавать такие выступающие из темноты таинственные какие-то работы, именно вот за счет наслоения вот этих вот полупрозрачных лессировок. Свет из окна холодный, и поэтому такой более холодный черный, он даже такой, можно сказать, темно-серый, будет на плече, вот здесь вот со световой стороны. Меня как-то в одном из комментариев спросили, почему свет из окна холодный. Солнце же теплое. Но на самом деле сегодня нет солнца, во-первых. Во-вторых, мастерские художественные, они обычно выходят на северную сторону.
Вот. Ну, там, да, возможно, если это какое-то вечернее освещение и теплое закатное солнце, она может давать какие-то блики, но в целом, если помещение выходит окнами на северную сторону, то свет, который падает из окна, он будет холодным. Сейчас я уже использую не флиц, это просто щетинистая кисточка, тоже натуральная щетина. Ну, первый сеанс – это обычно всегда закладка основных отношений, то есть тональные отношения, темные, светлые, что самое светлое, что самое темное. И последующий сеанс, если это 2 или 3, то это уже проработка деталей, вот придание какого-то объема за счет плессировок, возможно, если их использовать. Не обязательно их использовать, можно и без них обходиться. Сейчас я приступаю к написанию лица. Сначала начинаю с теневой стороны, потом буду плавно двигаться к самому освещенному. Кстати, я до сих пор еще пока не использую белила. Я, конечно, их буду использовать в цветах, но пока что мне достаточно просто светлых красок, таких, например, как неаполитанская желтая, кобальт зеленый светлый. Ну, то есть для теней, например, их светосилы достаточно. Достаточно широкой кистью закладываю основные тональные и цветовые отношения. Потом будет более тонкая проработка. Для создания, например, фактуры бороды можно такую вот кисточку использовать. Чем она более мохнатая, тем лучше. Потому что она как раз создаст фактуру, и потом можно будет применить лессировку на следующем сеансе и как раз усилить вот эту вот фактурность, вот это направление мазков, потому что лессировочная краска, она уйдет туда в углубление, и они станут еще более ярко выраженными. Там вот списывается с фоном борода, и как раз тоже вот этой кисточкой очень удачно можно это сделать. При ведении работы важно еще сохранять тональные отношения, то есть что самое светлое, что самое темное. Но в данном случае самое темное – это вот одежда в тени, а самое светлое – это вот воротничок со световой стороны. Потому что здесь он уже погруженный в полутон, он уже не такой светлый. А для цветов я беру снова чистую кисточку, чтобы она вот там вот у меня осталась для теней, а это для цветов. Разница между работой над мужским портретом и над женским – более такие пастозные выраженные мазки. Если кто не знает, что такое пастозный мазок, это такой густой мазок от слова паста. То есть не жиденький такой акварельный. В комментариях часто спрашивают, какие краски я использую, например, для кожи, да, для лица. Ну, вообще это еще, кстати, зависит от цвета кожи модели, потому что оттенки тоже могут отличаться. Ну, обычно это английская красная, кобальт зеленый светлый, неаполитанская желтая, охра светлая, либо цирулиум, либо небесно-голубая и белила. Можно еще использовать какую-то из черных красок, например, Марс черный или сажу газовую. И в мужском портрете очень, например, уместно будет лепка, так называемая. Это когда мазок кладется по форме, как будто бы лепится. Потому что, например, в портрете молодой девушки это не всегда будет уместно, но в учебном может быть уместно, но так, в
портрете, скажем, уже творческом, возможно, не всегда. На лице освещенные части – это вот эта вот часть носа, скула, висок и самый освещенный лоб вот здесь. Друзья, если вы на моем канале недавно или, может быть, первый раз, я хочу сказать, что у меня есть еще очень интересная серия, которая называется «Арт-гости», там, где я хожу в гости к другим художникам. И если вы интересуетесь искусством, я думаю, что вам это тоже будет интересно, потому что вы можете посмотреть там и творческий процесс, есть и сюжеты, где художники рассказывают о каких-то технических вещах, так что обратите внимание, будет ссылочка. Сейчас я подбираюсь к самому светлому в данном портрете. Это вот волосы со стороны света. Я сейчас пока писала, мне почему-то эта постановка, хотя изначально мне казалось, что она должна нам напоминать о голландских мастерах, но сейчас она мне напоминает портрет Стасова кисти Репина. Мне кажется, это просто супер образец для художников, которые пишут портрет. Поэтому обязательно. Прям на нем учиться можно, на каждом мазке. В принципе, создавать фактуру можно не только флейсовыми кисточкой, можно и обычной щетинистой кисточкой, если так ее свободно держать в руке и дать ей в разных направлениях двигаться. Я специально делаю бороду немного светлее в тени, чем она должна быть, чтобы потом можно было как раз использовать лессировку, и тогда она будет именно такого тона, как нужно. Вот в цветах можно даже прям нагрузить, там слой такой краски сделать, чтобы была разность. То есть в тени, например, более плоско, более тонкий слой. На свету более толстый слой краски как раз нам тоже даст объем, пространство и разность фактур. Кстати, о воротничке хочу сказать, что Александр Сергеевич сам его сшил для сегодняшней постановки. Это я к тому, что все очень ответственно подошли к работе, так что должно все хорошо получиться. Сейчас уже начинаются сумерки, и контрасты еще более явные. То есть тени стали темнее, и на их фоне цвета кажутся как будто бы даже немножко светлее, чем в начале работы. Если вы будете смотреть ролик чуть позже, чем он выйдет, то сейчас у нас февраль, Петербург, так что света не так уж и много. Сейчас я беру синтетическую кисть, чтобы более четко обозначить границы пятна лица и головы, потому что синтетика дает более такой четкий мазок. Не всегда четкий мазок это хорошо, иногда нам наоборот нужен мазок очень мягкий и сплавленный, но как раз смысл в том, чтобы разные касания были в одной работе. То есть где-то очень мягко, а где-то прям
так очень четко. Что если все будет мягко, это тоже будет не очень хорошо. Если все будет четко, то это тоже будет плохо. В общем, где-то так, а где-то так. Так, ну вот, друзья, прошло 3 сеанса, 45 минут, 3 раза, как в Академии художеств работали. Вот, это первый сеанс. Я планирую сделать еще второй сеанс. Скорее всего, за 2 сеанса я уложусь, и будет этот портрет за 2 сеанса. Так что пока вот взяты основные тональные цветовые отношения. И, соответственно, на следующем сеансе я буду уточнять сходство, какую-то детализацию, немножко там еще что-то по рисунку. Вот, например, там на воротничка там кружавчики можно будет сделать. Ну, в общем, придать такую более материальность и детализацию. Итак, друзья, у нас прошла неделя. Работа полностью сухая, что и требовалось. У меня уже сделана межслойная обработка для лучшего сцепления нового слоя с предыдущим. И сегодня будет уточнение деталей, уточнение по сходству, ну, детализация. Сегодня у меня как раз есть возможность сделать лессировки, о которых я говорила, поскольку холст сухой, и можно вот какие-то моменты, например, с теневой стороны, туда еще больше погасить. Погасить — это вот так вот завернуть туда и увести в тень, чтобы выступающая часть лица была вот эта вот освещенная, а вот та часть, она туда вот плавно уходила в тень. И как раз это очень хорошо и красиво можно сделать за счет лессировок. Ну и поскольку лессировки делаются полупрозрачными красками, которые, ну, во-первых, они и берутся полупрозрачно, и они изначально сами по себе не очень кроющие, то это тоже создает такую разность фактур и глубину. То есть сейчас я сначала работаю вот по теневой стороне, потом доберусь до световой стороны, освещенной, точнее сказать, будет правильно. Я думаю, что вы уже сейчас можете видеть, как появляется объем. То есть буквально тут сделано несколько мазков, но картина уже выглядит объемнее именно из-за большей разности между светом и тенью. И со стороны света там тоже можно сделать немножко такую тональную градацию, чтобы тоже завернуть голову, поскольку, ну, как понятно, голова, она имеет объемную форму, то, соответственно, то, что уходящее вдаль, оно немножко туда более погруженное, чем то, что ближе к нам. Да, и про кисть тоже хотела сказать. Вот я делаю сейчас лессировку мягкой кистью. Это коза. Считается, ну, есть такое мнение, что якобы мягкие кисти не подходят для масляной живописи. На самом деле они подходят, конечно же. Просто зависит от задачи, для чего именно. Я люблю работать мягкими кисточками, в особенности вот как раз на втором и последующих сеансах. То есть первый сеанс широкая закладка идет щетинистой кистью, а дальнейшая уже проработка и детализация более мягкими кисточками. Тени на лице тоже можно использовать полупрозрачные лессировки. То есть предыдущий слой просвечивает, я его полностью не перекрываю.
но немножко добавляю и уточняю по рисунку. Тоненькую кисточку беру, это колонок. У меня специально предыдущий слой сделан немного светлее, чем он есть в натуре, именно с расчетом на последующие лессировки, то есть с расчетом на второй сеанс. Вот обратите внимание, сейчас работаю над глазом, над глазницей. В любом случае мазки второго сеанса, они более прозрачные, даже если это не, как сказать, не непосредственно вот классическая лессировка, то все равно мазок, он такой более прозрачный, и вот это тоже дает такую живость и глубину. То есть там и полупрозрачные краски, и холодные оттенки я там вижу. Здесь вот, потому что тут тоже, ну, это не совсем тень, но это полутон. Кто не знает, что такое полутон, полутон – это то, что между светом и тенью. То есть есть свет, есть тень, и, соответственно, между ними полутон. И полутона тоже может быть очень разной тональной градации. От еле-еле такого заметного до достаточно плотного темного. Меня спрашивали, а почему художники щурятся, когда смотрят, вот так вот. Они что, плохо видят? Но на самом деле нет, просто когда прищуриваешь глаза, видишь сразу более цельно, то есть перестаешь видеть какие-то там мелкие детальки и сразу видишь такую большую форму, свет, тень. И вот и форму пятна, соответственно, тоже сразу видно, там, потому что когда пишешь детали, глаз немножко привыкает, и начинаешь уже утыкаться в какие-то мелочи, а на самом деле все равно идет от большого к деталям. То есть сначала форма пятна, вот, например, форма глазницы, форма пятна, а потом уже в нем какие-то детали. И вот эти вот такие крупные мазки, которые у меня были сделаны на прошлом сеансе, о которых я говорила, я их немножко сглаживаю. То есть они все равно там есть, они продолжают работать, но все-таки чуть-чуть их сглаживаю, чтобы было такое более, ну, больше ощущения кожи, что ли, так можно сказать. То есть сплавляю касание между пятнами, между мазками. Спрашивают меня, например, какие смеси я использую для кожи, для лица. Ну вот в данном случае вот эти вот такие холодные оттенки, тут у меня две краски. Это небесно-голубая и кадмий красно-светлый. То есть, казалось бы, две противоположные краски, но вот как раз в смесях они дают такой прохладный фиолетоватый оттенок, который часто есть в полутонах. И потом вот по лессировке, которая у меня есть тут сырая, по ней можно снова, в принципе, писать. То есть что-то оставлять, то есть что-то останется погруженным, а что-то можно, наоборот, вытянуть на свет. В тенях и в полутоне там тоже есть, конечно, свои контрасты и
свои градации более светлых и более темных оттенков, но это все более сближено по сравнению со светом. На свету все контрастнее. Сейчас у нас прошло 45 минут от второго сеанса, и начинаем второй академический час, новые 45 минут. Меня как-то спросили тоже в комментариях, ну я там написала, что на портрет ушло там порядка 3 часов. И меня спрашивают, ну а на самом деле сколько ушло? Ну, сколько есть, я столько пишу. То есть я не преувеличиваю, не преуменьшаю. Да, вот тут оператор Даниил предлагает выложить исходник без убыстрения. Сколько у нас X? Сколько? Местами X там 10-15. X, да, не X 10-15, а прям полностью. Ну, то есть это будет вот у вас, значит, если это будет 2 сеанса, значит, соответственно, ну, около 6 часов, да. Если, кстати, если вам интересно, если вы хотите прям посмотреть весь процесс от и до без убыстрения, напишите в комментариях. Может быть, второе видео такое сделаем. Вот я взяла тоненькую кисточку синтетическую, и сейчас хочу добавить немножко прям от отдельных таких мазков, чтобы добавить материальности бороде, усам, ну, там немножко волосам, возможно. Прям так, точечно. И я это тоже делаю такими полулюсировочными красками, то есть полупрозрачными. Обозначить все-таки нужно там границу, хотя она там за бородой, ее не очень хорошо видно, но вот то, где находится шея, все-таки обозначить, чтобы было понятно. Вот сейчас подбираюсь к уху. Чуть-чуть его тоже буду писать. Так, друзья, у нас сейчас заключительные 45 минут, за которые я планирую закончить этот портрет. Я продолжаю уточнять детали, какие-то моменты. Ну и оставшееся время немножко займусь воротничком и вот этой вот перевязью.
Тут можно еще немножко обозначить плечо со стороны света, чтобы все-таки не совсем одежда растворялась в темноте, а чуть-чуть ее конкретизировать. Хотя она и темная на темном, но все же мы ее видим. И сейчас я тоже использую мягкую кисточку, козью. И со стороны тени тоже можно обозначить поконкретнее, хотя она там практически не видна, то есть по тону она сливается, одежда. Но за счет того, что она немного холоднее по своему оттенку, чем фон, тоже можно ее выделить слегка. Со стороны света воротничок самый белый, самый светлый из всего, что есть в этой работе, точнее в этой постановке. Есть там еще вот эти кружавчики. Сейчас я их тоже немножко обозначу для создания настроения. Так уж прям выписывать не планирую, но немножко обозначить, чтобы обогатить деталями, потому что деталей мало в работе. Ну, чтобы были какие-то акценты.
Ну вот, друзья, портрет готов. Ушло на это порядка 6 академических часов, то есть академический час 45 минут. В принципе, можно было бы, наверное, делать еще 3-й сеанс, там, доводить его до совершенства, но я поставила перед собой задачу показать вам, как можно написать портрет в 2 сеанса, используя вот лессировки, все плюсы письма в несколько сеансов. Так что портрет готов. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, ставьте лайки, напишите мне какой-нибудь комментарий, было ли вам интересно. И посмотрите другие видео на моем канале. До скорых встреч, пока!